Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Август 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Давайте узнаем, что нам подскажут карты, какова энергетика на этот месяц для вашего знака зодиака. И у нас сегодня 2 колоды. Первая – это колода ангелов, поддержки ангелов. И вторая колода 78 дверей, метафорические карты. Принципиальное значение имеют двери. Какие открыты, какие закрыты и каков ключ, как его подобрать. Обе колоды преподносят значение карт с позиции позитивной психологии. Поэтому давайте будем добрее к собственной душе, милосерднее к нашим желаниям. И жизнь не бывает полностью предсказуема, но какие-то возможности. Вообще август месяц добрый, планетарный месяц, когда вы что-то для себя можете или более точно определить, или где-то не загонять самих себя в какие-то рамки. Ну давайте узнаем, что же нам расскажут карты. Для кого интересно прочитать гороскоп, приглашаю на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео. События до конца 2024 года. Гороскоп. И также он опубликован вместе с ссылкой во вкладке «Сообщество». Вы можете перейти и прочитать там для всех знаков зодиака. Сверьте свое расписание и планы со звездным расписанием на период до конца 2024 года. Мы же идем вперед. Первая карта – что придет? И вторая – а что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? И чего опасаться? И достанем 3 карты на колоде 78 дверей. Что тут они нам расскажут? Какие события или сферы жизни придут на ваш порог? Вопросы, которые вам придется решать, как видят это карты Таро. Первое событие на период августа. Второе событие на август месяц, главное. И третье. Что же придет, мои дорогие девы? Это туз воды, это туз кубков, карта наполненности, карта эмоций, реализации какого-то проекта или ваших важных решений, карта интуиции, карта доброты и наполненности. Когда вы чувствуете, что у вас что-то в жизни меняется в добрую сторону. Карта, когда вы учитесь доверять самим себе. Не случайно у нас ребенок здесь указан. И ангел, который за спиной. Вот у вас ангел за спиной. С большим вдохновением. Где-то доверяете своему шестому чувству. Какие-то добрые события, которые ведут к вашему счастью. Допустите как раз альтернативные варианты, если что-то в нашей жизни складывается не так, как мы предполагали, значит, что-то доброе, хорошее пытается войти в вашу жизнь. Вот о самодоверии как раз в первую очередь говорит карта. И, в принципе, эти энергии, они ведь, правда, больше позитива нам несут. Что же от вас уходит? И называют 4 земли или 4 пентаклей, карта жадины. Контроль, наверное, не уйдет все-таки. По этой карте контроль идет. Контролировать придется. Но, может быть, какая-то задача, один вопрос решается, завершается окончательно. И вам уже не нужно контролировать в мелочах что-то. С чем-то вы определяетесь. Здесь будет, знаете, важно что-то, с чем-то не просчитаться. Для кого-то эта карта будет обозначать, когда был сложный финансовый период, когда вам приходилось деньги постоянно сохранять. Как-то вы вынуждены были просчитывать, ну, буквально до мелочей ваши траты, приходы, расходы, да. Вот какая-то ограниченность в финансах, если существовала, или напряженная какая-то ситуация именно из-за денег. Как-то вы здесь все эти вопросы решаете. Но, в принципе, стабильность сама по себе идет по 4 земли, и тут ведь, скорее всего, это надо будет продолжать или переводить на какой-то новый уровень. Может быть, потому что не совсем крупная карта.
Поэтому в сторону увеличения финансов вы будете тоже что-то продумывать. Что же будет у вас продолжаться? Ну, правда. Какой-то период ограничений. Или у кого-то из нуля в рогожечку был. Вот он теперь закончится. Карта Солнца, мои дорогие девы. Это новые возможности. И почему, вот посмотрите, вам выпадает туз кубков, и нам говорят, вот здесь как ребенок изображен. Допусти альтернативный вариант развития событий. И не всегда жизнь наша полностью предсказуема, и значит, это вас, пространство, Вселенная, желает переориентировать в какой-то новый фарватер вашей жизни с новыми возможностями. И карта Солнца – это не только карта радости, счастья, исполнения желаний, успеха в этой колоде, но это еще и карта, когда мы выбираем правильное направление на последующие 6 месяцев, плюс-минус. Считайте, до конца года вы, начиная с августа месяца, какую-то свою траекторию выбираете, буквально к счастью. Это карта еще и энтузиазма, карта, когда мы отказываемся от того, что не жизнеспособно, от каких-то прежних ошибок и с большим оптимизмом смотрим вперед. Вот правда, солнце ваше будет продолжаться до конца 2024 года. Чем не соблазняться? Чудесная карта, вот так она мне нравится, правда. Девятка земли, или эта карта, обратите внимание, изображена женщина, которая уже почивает на лаврах, но нам говорят, нет, еще пока рано почивать на лаврах. Да, карта Солнца выпала, карта где-то предусматривает, что вы получите деньги, и вот какой-то минусовый период, когда денег не хватало или приходилось экономить, скорее всего, ну вот как-то ослабнут вот эти ограничения по финансам. Но это карта процветания, и поэтому, ну, видимо, каким-то, знаете, как сказкам или какому-то пафосному проекту, который не подкреплен реальностью, вот на это не соблазниться. Или обещанием кого-то, когда, ох, у тебя будет в этом деле успех, ведь это карта успеха. Но здесь тоже что-то у вас, да, складывается очень положительно. Но сказать, что это будет быстро, или вы получите сразу как-то тоже в ускоренном режиме какой-то результат, нет. Здесь будет все же планомерно-поступательное движение, и вам придется себя сохранять. Сохранять собственные позиции, по сути, не успокаиваться на достигнутом и идти вперед. Но деньги будут, и возможности действительно тоже. На что же нужно согласиться? На подсказки собственного шестого чувства карта Луна. Это карта интуиции, но это еще и карта иллюзий. И все то, что я сейчас только что сказала, разделять, где интуиция, а где иллюзия, где пустые обещания с каким-то пафосом, а где реальность. По этой карте мы себя не подвергаем риску. Все то, что для вас уверенно, надежно, то, что может быть проверено, где-то те люди, в первую очередь, которым вы можете доверять. И с другой стороны, и правда, для конца 2024 года, даже планетарно, мои дорогие девы, вас будут как специально высшие силы ставить перед вами такие задачи, чтобы вы научились себе доверять больше. Именно развивали свое чувство интуиции. Что такое интуиция? Это тандем прекрасный интеллекта и прежнего опыта. Это тот опыт, который остался без эмоций, просто ситуацией. Ваша интеллектуальность плюс прежние какие-то уже пережитые, может быть, ошибки или опыт правильно выстраивают какую-то тактику и стратегию на последующий период. И слушайте себя. Если вам подсказывает, что да, вот в этом направлении больше надежности или больше для меня каких-то бонусов, или этот человек более надежен. Может быть, он вам говорит что-то, или вы столкнетесь с группой людей, они вам говорят правду, и вам она тоже может где-то выглядеть, ну, так непонятной, или вам не хочется с этим соглашаться, но есть какая-то еще реальность. И с другой стороны, вам могут говорить то, что вам приятно, вам могут льстить. Вам могут обещать золотые горы. Так вот, и тут может быть такой момент. То, что придется пройти вот как по Луне, по какому-то такому узкому фарватеру, когда вы учитесь доверять себе. И это будет важнее, нежели доверять каким-то
красивым обещанием. Вот такой тонкий нюанс переложите на себя. Чего опасаться? Вообще чудесная карта. Это мечтателя карта в этой колоде, так и конкретно называется. Это начинание. По этой карте вера, вот значит по части веры. Все то, что я только что сказала по этим двум картам. Своеобразный выбор, но это еще и карта помощи, когда ангел буквально стоит за спиной. Поэтому слушайте свою интуицию дважды. Вот отдайте предпочтение своему шестому чувству. И для этого очень важно, чтобы вы были добрее к собственной душе. Не ставили перед собой какой-то, знаете, как табу. Я всегда жил вот по таким правилам. Ну и что? Всегда жил. А тут обстоятельства у нас, правда, какие-то рушат шаблоны в нашей жизни. Мы живем в эпоху перемен. И многое то, что было прежде, как абсолютно неоспоримо, спадет, как, знаете, какая-то иллюзия. Мы увидим новые реалии. Поэтому к новым реалиям нужно быть. По части мечты, ваши мысли, мои дорогие, мысли материально. Вот чего следует опасаться. Будьте реалистами и будьте оптимистами. Иначе есть возможность, если мы говорим в контексте мысли материально, себе наколдовать, ну так условно говоря, не те мысли, которые в последующем мы отправляем в пространство, а они к нам с какими-то делами уже приходят. Поэтому быть внимательным вообще к своей ментальности на последующий период тоже определенно стоит. Здесь для вас все важно, как и ваши действия, как и ваше внутреннее самоощущение, так и подсказки шестого чувства. Карта Солнца, ведь это тот путь, который перед вами откроет новые возможности. Но это будет не совсем так, как вы действовали прежде. Это правда. Иначе не было бы карты Луны. У вас два светила, полярность, она будет присутствовать. Каковы же три главных события карты Отшельника? Доверяй себе. Будут соблазны. Будет, может быть, действительно какой-то пафос или лесть, мои дорогие, не случайно. Вот то, что эфемерно, этому не следует доверять. Как будто отмахивается отшельник и говорит: нет, ты меня не соблазняй, я все-таки реалист. Я могу от чего-то отказаться, если я вижу, что это нет, как ловушка какая-то. По аркану отшельник никто не мешает вам, кстати. Но это предполагается карта духовности или философии, когда правильно увидеть какие-то грани сотрудничества или своих собственных возможностей, правильно распределить собственные мечты, намерения и цели с реальностью, которая есть на данный момент, и вашими, опять же, возможностями. Провести, соединить вот эти три позиции воедино. Ваша задача. Это старший аркан. Но на вас будут какие-то, может быть, как новости влиять, какие-то возможности приходят. И по отшельнику мы выбираем самих себя. Мы должны идти дальше. Именно какую-то вашу миссию, мои дорогие девы, вы должны ее совершить, продолжить. И эта карта все же больше духовности, ведь это у нас дервиш. Чем дело кончится, давайте мы узнаем по этому старшему аркану. Чем для вас дело кончится? Доверяйте себе, доверяйте, правда, в выборе партнера. Посмотрите, если мы говорили про двери, врата распахнуты, двое выходят из храма. У кого-то предложение руки и сердца или какая-то ваша история личная переходит на новый уровень. Вопросы семьи, вопросы эмпатии, вопросы близких людей, которым вы можете доверять. У кого-то по десятке кубков какая-то радость будет. Или, может быть, и по части недвижимости, обустройства вашего дома. Десятка кубков, карта благополучия. Чем дело кончится благополучием? Путь какой-то новый. Новая стезя к вашему благополучию. А чем сердце успокоится? Не успокоится сердце. Вы должны быть готовы к неожиданностям. Рыцарь жезлов тем и отличается. Посмотрите, нет для него закрытых дверей. Он где-то сам идет по пути этого драйва и по пути неожиданностей, потому что он понимает, по-другому сейчас никак. Он поэтому и готов к каким-то турбулентностям, он готов к тому, что в любой момент обстановка изменится. Он более чем реалист. Это карта мужественного человека, смелого, отважного, но который тоже в то же время внимателен к деталям, к тому, что говорят люди, что происходит вокруг, потому что он должен держать руку на пульсе и вовремя внести какие-то коррективы в зависимости от той обстановки,
которая у него, или в которой он находится, или которая вокруг него как будто создается. Поэтому вам придется удерживать собственные позиции и идти вперед. Дело какое-то не заканчивается. И правда, по отшельнику это смысл нашей жизни. Давайте посмотрим второе событие. Ожидание или какая-то личная история, король кубков. Ожидание не может длиться сверх всякой меры. И у нас король в каком-то гроте темном, да, и он в воспоминаниях поднимает кубок и, видимо, вспоминает вот этот русал могучий, свою русалочку и думает, эх, как же было хорошо. Вот какие-то воспоминания. Дверей закрытых нет, дверь в грот открыта, поэтому проводите аналогию, кто открывается или откликается на ваши чувства. Какова реальность на данный момент? Да, мы можем кого-то ждать, но не бесконечно. Или мы сами выбираем как будто вот этот период ожидания. Может быть и какая-то личная история по части, вот как по десятке кубков, которая просто будет у кого-то о месте вашего пребывания говорит, и вы будете что-то обустраивать дома. Но и с другой стороны, с чем-то мы замечтаться или оставить, как будто отдать на волю случая нашу судьбу, а при том, при всем нет и ограничений, мы не должны затянуть какой-то период ожидания на какие-то призрачные надежды, так, в себе их взращивая или предугадывая, что как-то какой-то вопрос решится сам. Вот само не решится, идти вперед придется. И рыцарь жезлов где-то нам об этом говорит. Кстати, по части личной жизни тоже. Поэтому для тех, кто один или одна, выйти из одиночества, мои дорогие. Продумать, не сидеть, не ждать, ничего не дождетесь. Обратите внимание, мрачноватый такой грот, хотя нет никаких преград выйти из зоны ограничений. Поэтому отшельник, кстати, он тоже идет вперед. Чем дело кончится? Что же тут за ожидание? Выбор делаете вы, мои дорогие девы, и вот вы можете остаться вот как так, да. Я только что это сказала, уже не повторяюсь. Девушка когда-то пришла на порог этой двери, дверь была закрыта, и она присела в надежде, что откроют эти двери. Но дверь так и не открылась, она заросла плющом, а девушка успела состариться. Заканчивайте какой-то период ожиданий. Все в ваших руках. Может быть, есть те дела, вопросы, когда вам себя придется организовать по-другому. Организовать свою жизнь как-то по-новому, в условиях новых реалий. Чем дело кончится? Или вы закончите этот период бессмысленных ожиданий и надежд, и станете как-то действовать, выйти навстречу вот этому ангелу во что-то новое, мои дорогие, новые отношения, может быть, будете строить взамен каких-то прежде утраченных или не сложившихся, или вы выберете, ну, как бы ничего ж не происходит, ничто ведь не давлеет, никто в спину не дышит, не подгоняет, а вам самим нужно просто подняться. И идти совершенно в противоположную сторону. Или выйти вот в эти двери. Чем сердце успокоится, тогда есть определенный риск в какую-то хандру спасть, правда. А здесь совсем по-другому нужно вдохновиться. И если вот вы вот этот путь, как отшельник, он идет своим путем, выбираете, то для вас тогда и будут вот эта десятка кубков и какие-то совершенно восхитительные возможности. Но будет и момент, когда захочется все оставить и не действовать. И тогда что по четверке кубков? Очень красноречивая карта. Чем мы можем успокоиться? Собственным сольным вариантом, ну и вот еще тут нам ящик, телевизор. И больше ничего. Выбор, мои дорогие, не случайно два светила. Давайте третье событие. Быть реалистом, семерка мечей. Девушка рисует двери в этой колоде карт. Дверь закрыта. Но ей кажется, она дорисует открытую дверь. И вот эта дверь настоящая, она распахнется. Мы же с вами знаем, что этого не происходит. И поэтому какие-то ваши предпринятые действия должны быть продуманы, грамотные, с учетом того, что даже вокруг вас, нам уже не одна карта об этом сказала, есть еще 1000 неопределенностей, но выйти навстречу своей судьбе определенно стоит. Какой-то период ожидания
должен быть закончен. Да, быть реалистом, быть готовым к неожиданностям. Себя придется где-то сохранять, мои дорогие. Свое доброе имя, безусловно. Не рисковать своими деньгами. Что-то просчитывать, и у вас достаточно для этого интеллекта. Вы интеллектуалы. Но и в то же время вас этот интеллект не должен тормозить, останавливать или из-за мысли, а вдруг что-то случится. Вот из-за этого вдруг не повод оставаться в гордом одиночестве или как будто обособляться от мира. Чем же дело кончится? По 7 мечей. Действительно выбор будет. И по аркану влюбленный вы можете быть в любой позиции каждого из персонажей. Как будто молодой человек и девушка прогуливались и вдруг встретили цыганку. И вот уже молодой человек увлечен тем, что цыганка ему говорит, видимо, умеет говорить, рассказывает, и он где-то уже в прострации тех иллюзий, которые она ему наговаривает. Девушка, которая спутница, отступила полшага назад, обратите внимание, она просто наблюдает и делает выводы. Вы не должны с чем-то замечтаться, с одной стороны, если вы оказываетесь в позиции молодого человека. Иллюзия и реальность, нам уже об этом сказали карты. Параллель эту придется проводить. Но и если вы не делаете выбор, этот выбор может сделать кто-то другой. Вы можете быть и в позиции девушки, когда вы наблюдаете за какой-то обстановкой и тоже делаете свой выбор, потому что сделали какой-то вывод. Вы можете быть отчасти и цыганкой, потому что у вас 2 светила, и где-то будут те вопросы, когда вам придется и вашим, и нашим вам придется лавировать, вам придется быть дипломатом. Поэтому, правда, выбор какой-то очень важный, жизнеутверждающий у вас в августе. Чем сердце успокоится? Сердце успокоится. Я называю эту карту картой эгоиста. Деньги есть, деньги будут. Сильная позиция. И это вас, безусловно, не просто вдохновит, а добавит уверенности. Но нам же, опять же, 9 кубков. Пусть у нас была 9 земли. И я сказала еще, пока не время почивать на лаврах. И вот какие-то лавры нам здесь приблизительно по энергетике, эти карты чем-то похожи. И человек расслабился. Не время расслабляться, хотя чем дело кончится, чем сердце успокоится, правда, что-то у вас получается. Или вы получаете конкретно деньги, или какой-то проект ваш осуществляется, вы видите, что да, есть предпосылки к тому, что я могу что-то очень классно завершить и остаться более чем довольным. Но и эгоистом быть все-таки не стоит. Вот с учетом предыдущей карты, вот этого молодого человека, который замечтался, чтобы кто-то другой не сделал выводы. Вот такая позиция, мои дорогие девы. 2 светила, разные энергии. Иногда они могут накрывать, где-то это вам придется разделять, либо это иллюзия, либо это интуиция. Будут и очень добрые предпосылки кардинально изменить вашу жизнь. Где-то придется не замечтаться, не расслабиться, но и в то же время вдохновиться, позволить себе вспомнить свою мечту, относиться к себе и к своей мечте как к собственному ребенку. И как будто высшие силы, ангел за вашей спиной, как раз больше располагают, что мы доверяем себе. И по 9 кубков, конечно, это самодостаточность, это какие-то возможности, когда вы для себя самого можете сделать или для себя самой что-то восхитительно хорошее. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.